Начинается следующая часть нашего путешествия. Мы в Португалии. Я здесь первый раз. Языка, естественно, не знаю. Мы сейчас находимся в урбанизации Вила Соль, которая невдалеке от городка Квартейра. И первый поинт, который я бы хотел посетить, это Прая Маринья, что значит пляж Маринья. Если верить Гуглу, это в 40 километрах отсюда. Мы вышли на дорогу, которая идет в нужном нам направлении. Отличное место, кстати, чтобы попробовать стопнуть какую-то машину. Здесь идет круг, где водители скидывают скорость. И здесь же есть пространство довольно много, чтобы остановиться, и время, чтобы принять решение. Just on the work, so that's why I drop you there. Okay, no problem. Anyway, thank you so much. Really appreciate it. Ah, glasses. Yeah. Need some butter or you have butter? You What? need butter? Butter? Butter. Ah, no, I have one. Yes, I have one. Thank you very much. Good luck. Так, ну, 3 километра это тоже, ну, лучше, чем ничего. Плюс немножко остыли под кондером. Нормально. Он меня подкинул к следующему кругу. Дальше идти нет смысла, потому что там уже начинается трасса с отбойниками. И единственный вариант это словить вот здесь. Where are you from? I'm from Ukraine. What's your name? Michelle. My name is Michelle. My name is Ivan. Nice to Yeah, meet you. nice to meet you. Where are you Michelle. from? I'm from Ukraine. Ukraine, Ukraine. Ah, Ukraine. Ukraine. Now is everybody know about Ukraine because of the war, but before, yeah, everybody was like Ukraine. What is it? Is it Russia? No. In Ukraine, we have also name Michael. Yeah. But if you are friends, like in Yeah. friendship, you can like unofficially call him like Misha. Michelle. Misha. In Ukraine, Michelle is like Misha. Ah. So thank you, Misha, so much. Bye bye. Good luck. Мишаня нас подбросил совсем рядом к Маринья-Бич. Здесь пешком идти час, то есть примерно 5 километров. Я думаю, мы не будем ничего ловить, просто пройдемся часик, спокойно посмотрим на флору, на фауну. Что тут вообще как? Есть купить воды в ближайшем супермаркете. Мы с вами спустились к побережью. Это еще не Прая Маринья, но все равно вид не самый худший, согласитесь. В этой скале есть такой туннель, типа проход, который ведет, угадайте куда. Second one. Держим путь на нашу Праю Маринью. Идти показывает час, то есть примерно 5 километров. Что можно отметить? По первым впечатлениям, здесь немножко отличается архитектура. Больше таких присутствует арочных элементов. Нету козырьков тентовых, как во всей Испании. Здесь обычно или простые жалюзи, или такие створки деревянные или пластмассовые. Цвета такие нежные,
зеленые, голубенькие. И речь у них это такое что-то смешанное с испанское с польским. Довольно-таки здесь пересеченная местность, как можете наблюдать. То овраги, то поля. И пока ни одного человека на моем пути не встретилось. Но зато можно посмотреть на дикую природу Португалии. Hello. Первое впечатление. Давайте вместе. Не видно пляжа, правда, отсюда. Но в целом. Время без 10:08. Я решил, что не хочу никуда дальше идти, что-то искать. И это прекрасное место послужит нам сегодня местом ночевки. Доброе утро, гайс! Эту ночь мы с вами провели вот там, под горой, на пляже. В принципе, было довольно спокойно, очень тепло. Ни один человек меня за ночь не побеспокоил. Но в то же время океан супер сильно шумел. И оттуда сверху все время на голову сыпались какие-то камни, какой-то песок. И в целом поспал на самом деле так себе. Часто просыпался. И той бодрости пока нету, с которой хочется начинать новый день. Но на этот случай у нас с собой есть кофе. How to say goodbye in Portuguese? Adeus. Adiós. Adeus. Adiós. Obrigado. Вчерашний драйвер Миша дал мне несколько точек на карте, которые мне стоит посетить, по его мнению. И ближайшая от Praia Marinha, от того пляжа, где мы ночевали, это поселение, не помню название, примерно в 2 часах ходьбы в западную сторону, вдоль побережья. И я решил туда и направиться. Не стал выходить на трассу, искать какие-то попутки, это бы заняло дольше времени. Решил так пройтись. Здесь довольно прикольная пересеченная, опять-таки, дорога извилистая вдоль побережья. И хоть меньше интерактива, но зато больше такого походного, чилового вайба. Как видно, довольно популярный туристический городок. Очень много людей, очень ветрено. Здесь вдоль всего побережья идет такая дорожка. И везде есть какие-то вьюпоинты, где можно там спуститься на скалы, слазить в пещеры. Hello. Excuse me, what is a boneca? What does it mean? Hablas inglés? Hola. Hello. Hablas inglés? We have no idea. Okay. Люди стоят в очереди, не знаю куда. Hello, excuse me, what does it mean? A boneca, what is it? It's like tunnel to some beach or... Yeah, it's a window from see the beach, the ocean. Okay. Like in English. Thank you very much. Немножко задержались мы в Карваэре, но с пользой для себя я успел покупаться, постирать футболку, подзарядить девайсы. И сейчас мы на выезде с города, я хочу подняться чуть выше, и оттуда будем уже думать, куда ехать. Или на соседнее побережье Лагос, или в горы. Посмотрим, будем отталкиваться от маршрутов водителей, я думаю. Ага. Then you And now close. Then you put in, you close. That. Okay. I go cycling to the mountains now.
to Manchiki. No, seriously. Today I'm not. Normally I go to Moshik and then today I don't go. I don't go to Moshik. It's fire there. It's It's fire. Yeah, it's burning. Why is it so? Because of the sun or some? When people say they put a fire in the forest, get money from the insurance. Uh-huh. You know, they put eucalyptus, pine trees to make money. Now It's some people- kind of scheme. Yeah, it's a scheme. Yeah, and then they pay someone to put fire, so they get money quick from the insurance. 1969, they put the houses down and they put the hotel. I said, that's what they're doing. I said, that son is a big hotel for tourists. I said, I don't want tourists. I want my house. I want to see the sea. My father said, no, son, no, son. The tourists, they bring money. We're gonna be rich. I said, you want to be rich? How do you get rich? He said, working. I said, okay. I don't want to leave it on. Uh-huh. We're gonna go next. Yeah, it's just a stop. Yeah, we go down there. Okay. Okay. I just put the sprinklers on. All right. It's 1 minute. No problem. You can take two. It's One click. One click and it's on. I'm not in a hurry. Какой-то вообще интересный заряженный дед. Зацените его тачку. Музяка такая интересная. So this is the sculpture of the guy who owned this Who owned the land before? before. Uh-huh. He's the neighbor here. He has a farm here. He's dead now. It's the neighbor. This neighbor here. Oh, the crazy people. Oh, but I like them. They're completely crazy. They go naked in the around the land naked. I say, why are you naked? It's my land. I said, the police come here, you go in jail. I said, I don't care. They give me food and I laugh. He said, and they give me food and I laugh. Because he have to cook food. I Yes. have wife. Makes sense. It's funny. Oh, it's too crazy, guys. They're completely crazy. I don't go to restaurant. I got home. I'm vegan anyway. I'm vegan. For how long? 2 years now. Before I was a macrobiotic. Macrobiotic? What Yeah. is it? Macrobiotic, you eat 60% cereals, then you eat vegetables, fruits, and things. Vegan, you eat only vegetables and fruits and things, no animal. No meat, no chicken. And how do you feel? It's the same. I feel the same. I eat much cereals and things I catch in the fields. I go in the fields and take things home to eat. He looks very energetic. Oh, I have much energy. Oh, yeah, I have much energy. Looks like you have energy of 2 or 3. Yeah, I have much energy. I can do 200 kilometers, 300 kilometers with a bicycle. No stop. 3 years ago. 3 years ago, I did 300 kilometers with a bicycle. Not this one, another one I have heavier. Kapatien. I did 300 kilometers in 1 day. In 1 day. 17 hours, 45 minutes. That's very good. Sir, may I know your name, please? Eduardo. Eduardo, nice to meet you. It was nice to meet you too. And by the way, I'm an artist. Really? Yeah, draw. Very. Do you have a page on Instagram maybe or No, somewhere no, to no, where I I can don't see? put it. I don't make exposition. I just make the pictures and keep it at home. I don't sell. I don't give it. Cool, I keep it for myself. cool. Big pictures. You're really interesting man. And one day you come to Carvero, you ask for the crazy bicycle man. You let everybody know. The guy who drives a bicycle and has many accidents. Crazy. Eduardo. Yeah. He comes here every day. One day you come to Carvero, ask for me. You can stay in my house, you pay nothing. Нам, по сути, не пришлось делать выбор. Судьба все расставила по своим местам. В горы идти не вариант из-за пожара. Поэтому мы идем опять на побережье. ¿Habla español? Un poco. I'd like to go Autostop here in Portugal, it's really nice. Like I appreciate autostop here. It's relatively to Spain, for example. In Spain, I could stay for 4-5 hours just near a gas station trying to catch some car. Here,
I don't spend more than 7 minutes yet. Do you like living in Portugal? Yes, of course. This is nice. Everything here is nice. The weather, the people. Only the problem here is If you could switch to any country, what to country? any country, like you can choose any country, would you switch? Try to say to you, but it's Spain. Spain? Yeah. You know, I like a lot Spain. Which part of the Spain? Madrid. What's your favorite place in Portugal? And the favorite, Yeah. Nazaré. Nazaré, the It's best very, one. very beautiful. But Place to see. it depends on the season, right? Yeah, it depends. In the summer, it's very, very beautiful. In summer? Summer, it's very beautiful. No. No, yeah. I heard that in winter time there is big This waves. is different. This is a big waves. It's nice. It's nice. Thank you so much, sir. you Appreciate someday. your help. Okay. And Someday, wish you okay. good luck. You too, okay? Bye bye. Мы в Лагосе. Рабочий док рыбацкий. Сети. Не знаю, что я сюда решил зайти, просто прикольно выглядело издалека. Вот эти 4 катерка, которые сзади. Что, в какую сторону нам направиться? В какую, куда же, что же делать? Что же делать? Проснулись мы в таком месте. Я офигел. Все мокрое. Какой-то туман вокруг стоит. Сам я сухой, но я оставил свой рюкзак, обувь открытую. Все это тоже мокрое, влажное, противное. Фу, не знаю, сейчас надо будет как-то собираться, как-то это заодно просушивать. День начался просто пиздецки ужасно. Мало того, что проснулся мокрым, я случайно сломал свои очки. И плюс телефон пишет мне, что вода попала в коннектор и не хочет заряжаться. Поэтому мы сейчас идем в ближайший сервис. Надеюсь, там устраним эту проблему, потому что если нет, будет, ну, совсем все грустно. Вот так я буду выглядеть. Thanks, brother. Bye-bye. Окей. Фух, проблема была в кабеле. Телефон работает нормально, все заряжается. Просто взял новый кабель и отправляемся в путь. Кстати, это старый город. Так выглядит Лагоса. Только я купил новый кабель, не прошло буквально 20 минут. Take a look, please. This cable that you sold me, it breaks after 15 minutes. But why is broken? I don't know why, man. Where is It wasn't intentionally. Of course I broke it, it's not in purpose. It's working. Okay, so I can take this one. Yeah? Okay, thank you so much.
вышли из Лагоса. И здесь недалеко от черты города есть такое место. Не самое лучшее, но какой-то съезд есть. Поэтому давайте здесь и попробуем постопить немножко. Hello, my friends. Você fala inglês, espanhol? Do Lissabon. Santo Tomé. Como? Santo Tomé, sim. Santo Santo Tomé, sim, sim. ¿Es país? Sim. ¿A dónde está? Sim. Está no Golfo da Guiné. Na África. Continente africano. Сомали. Não, Santo Tomé e Príncipe. Santo. Santo Tomé e Príncipe. Santo Tomé e Príncipe. Santo Tomé e Príncipe. Muy complicado. Santo Muchas Santo Tomé. Santo Tomé. E Príncipe. Немножко нас прокатил парень из Африки под именем Рауль. Он не говорил ни на испанском, ни на английском, ни на русском, тем более, или украинском. Поэтому мы так минимально пообщались, но, как он мне рассказал, он родом из страны, название которой я вообще впервые слышал, если честно. Называется Сао-Томе и Принсипио. Я помню, в школе мы одно время учили страны и столицы Африки, и я реально знал почти все страны и столицы, но о Сао-Томе ни разу не слышал 100%. Но реально есть такая страна, это такой островок к западу от материка, и он оттуда. Ребята, похоже, удача нам улыбнулась. Я просто шел вдоль трассы, даже не осматривался, просто выставил руку. И один чувак остановился вон на развороте, мы сейчас к нему подойдем. I'm Lulu from France and Tammy from Chile. I met in South America a lot of young Russians that they didn't want to fight, so they just left the country as well, because like they don't want to have nothing to do with this, you know. So they just left and they tried to go to the US, but it's so hard to get the visa. Yeah, of course. They are most of them stuck in Mexico Yeah, or I went going in Mexico down City a to lot. Colombia. Crazy, like there is a big community, just young guys that they don't want to fight. For how long do you already travel? I started to travel maybe almost 10 years ago, but I arrived in Australia 5 years ago. At the beginning it was just for 1 year, and then with COVID we were stuck there. So we couldn't even go home. For I don't know, you didn't see your family 3 years. Yeah, I didn't see my family for 4 years. Oh, wow. But it was amazing because there was no COVID, and it's a lot of travelers. In Australia there was no COVID? No. No restrictions at all? Basically, they closed the states, kind of thing. So the state we were in was like no COVID, so we were super free. We were partying a lot, like nothing happened, you know. And no new backpackers, so it was really easy to find jobs. Jobs They were didn't so have workers good. at all. Yeah, they needed us to work, you know, because we're doing the work that no one wants to do in Australia, you know. What did you do in Australia? A lot of Everything. farm, everything. Farm, hospitality, like waitress or housekeeping in hotels, everything. Or construction, or I'm working in the mines, for example. So when while the country was closed, we have a lot of opportunity to actually have good jobs, a lot of hours. Для меня немного странная вот эта португальская разметка. Я не пойму, что это значит. Это типа можно флексить, дрифтовать здесь, или что это за стрелки? It's very hot and there is a fire, you know. Ага. Yeah, I saw like a pin on the map, Yeah, but it means that the road is closed, yeah? yeah.
is actually probably the national road. I don't know if the highway is closed, but the national road is probably open. The problem is that the connection Odemira and like Lisbon, it will be a bit complicated. Mm-hmm. Actually, I use this for my board. Like I put the board here. Ah, so you're a surfer? Yeah. Wow. Kite surfer or No, sir, like normal surf. normal? Only waves. Italian. No, I'm Italian. Italian? I'm from Italy. Yeah. I live here since 2 years because of surfing, of course. Uh-huh. But yeah, I was traveling. I was studying in Estonia as well, in Italy. So it's like you're a kind of professional surfer, or No, it's no, just no, hobby? No, I'm just a fan of surfing. I like surfing, but it's not. You know, I'm not gonna be. I mean, I think surfing is like. It's like I don't know how to explain this. It's not even a sport. It's a practice. Like when you love something so much that you cannot stop doing this because it's just something that it's in your blood. I don't know how to say this. Like you need to stay in the sea, in the water. You need to connect with the ocean. And for me, it's more about this. Surfing is like mafia. It's like, you know, for Italians it works very well. Like once you get in, you never get out. Once you get into surfing, you never get out. It's like Italian. Mm-hmm. Hello. Hello. Good afternoon. May I know, do you have a bed for this night in your hostel? No places. No free places. All full. В общем, мы в Аль-Хисуре, уже 5:30 вечера. Вон, видите, идет дым. То есть там дорога перекрыта на север. В объезд я не знаю, я не хочу пытаться ехать. Поэтому я решил остаться на ночь здесь. Вот хотел сейчас снять себе койку в хостеле, зашел, но там нет мест. На букинге самое дешевое предложение это 29 евро, по-моему, за кровать. Поэтому ничего страшного, здесь деревьев много, гамак найдется где расстелить. Да, оставил заряжаться пока там свои вещи в хостеле. И пойду пройдусь, посмотрю, покажу вам. Здесь есть какая-то крепость у них. Забрались мы с вами на этот касл, который был, кстати, построен арабами во время правления мусульман здесь в X веке. Отсюда открывается такая панорама на Аль-Хисур. Вот это, как я предполагаю, это старый город, который как раз таки отсюда охраняли. А вот это уже более новая часть, которая со временем разрослась. И разделяет их небольшой канальчик. Хотя я почитал, что раньше это была довольно крупная судоходная река. Но теперь там просто поля и какие-то немножко засеянные уже огороды. 11 утра следующего дня. Пожар в Адемире не прекратился, поэтому трасса, которая нам нужна, Н-120, перекрыта. И мы вынуждены ехать вглубь континента, огибать этот пожар. Поэтому сейчас мы с вами выходим на трассу и будем держать курс в направлении горы Мачике. И оттуда уже потом будем подниматься на север к Лиссабону. Você fala inglês ou espanhol? Deutsch and a little bit English. Aha, okay. Just one question. I'm a traveler. Yeah. I'm traveling to those direction to the Mochique. Yeah. And I just want to ask you, maybe if you go as well to this direction, you can give me a ride? Yes, Backward. it's no problem, but I must in the other direction. I understand. Hello. Você fala inglês ou espanhol? Oh, muy bien. I'm a traveler. I'm going to those direction, yeah, to the Mochique. Can you give me a ride, yeah? Oh, perfect. So what's your destination? Where do you go? We're going to help a friend of my father that has a caravan in a valley, Uh-huh. and I have the hitch and a good car to pull it out. So I'm going to try and get the caravan out of the valley because the fire changes very easily.
So if fire go this way, there is no way to fight the fire. Yeah, they just leave it burn. Mhm. It goes up, and maybe they try somewhere. They always try somewhere special where there's a road, or a lot of times you have to leave it to burn. Mhm. It's not what it doesn't. You're using energy for something that's much bigger than you, so it's not worth fighting sometimes. Yeah. The flame is too big. Let it burn until it calms down somewhere. They have very good tactics. Sorry, we don't have a beer for you. It's okay. It's all right. I just admit your speedometer is not showing you speed. Broken. The rest works. There is no cameras like traffic cameras. Here you can drink and drive and smoke. No problem. No problem. Get out the way. Get. Isso aqui é o início. Então 34 é mais para baixo. Vai ainda mais para o fundo. Obrigado. Bye bye. Take care. Друзья, мы в Мачике. Подвезла нас, кстати, до сюда владелица вот этой заправки. Check this out, эту малышку. Всех вообще богов, чтобы Зельда не взяла игру года. Давай. Такая. Вот так, да, боксу. Ноги. Давай. Сегодня утром я проснулся немного на нервной ноте, потому что дорога была перекрытая, куда я собирался ехать. Я потерял еще очки, поэтому с утра выпил половинку Занокса. Затем в дороге вместе с первыми ребятами мы прямо у них в машине раскурили косяк. И вот сейчас по дороге я выпил еще маленькое пиво. И честно вам скажу, так хорошо мне не шлось давно. Просто идти, наслаждаться видами. Блин, правда, из-за деревьев здесь не видно, но мы идем сейчас по супер красивым местам. So it looks like... Is it like a left stick? Okay. Like this. Can you jump up? Yeah, sure. Wow, so it's fully housed. Yeah. Wow. Is that all the things you have? All your clothes? Yeah, Wow. Very impressive. it's 40 liters backpack, but it's all I need. Even more than I need. More than one needs, no? One Yeah. needs very little. Yeah. Yeah, my hammock, my sleeping bag, Oh, you have your sleeping bag. one more shorts, two more t-shirts, pants, like socks. I'm a gambler. I like playing. She doesn't. So she's going to be... That's right, it's good. Anyway, we're going downhill, so Yeah. we slowly but we reach our destination. If we run out of petrol, it'd be good that you're sitting here because then I'm not dead. I'll only be dead when you're out of the car. It's kind of interesting because when you're hitchhiking, you interact more with locals, with tourists, with a lot of people, and everybody is different. Different personalities, different stories. It's kind of cool. Evan, go well. Thank you. Listen, okay? Lovely meeting you. Yes. Take care and good luck. Take care and good luck. I hope all your journeys work out.
And I hope you find yourself in terms of philosophy. All the best, sir. Thank you. Okay, thank you. Wish you all the best as well. Bye. Bye-bye. По-видимому, я слишком воодушевился португальским автостопом. Думал, выйду на трассу, и, как всегда, 5-10 минут, и я в пути. Но, как оказалось, я вышел на трассу и продолжаю по ней идти уже более 2 часов. Конечно, я пытаюсь стопить время от времени тачки, но это безрезультатно. Время 8:30. До ближайшей заправки показывает 7 часов пешком. Мы в каких-то абсолютных ебенях, просто какая-то трасса. Ближайшее, что я вижу отсюда, это какой-то завод, что-то какая-то фабрика перерабатывающая. Все. И просто поля и дорога. Что делать? Не знаю. Вода у меня кончилась еще пару часов назад. Я ее, конечно же, не купил там, где это можно было сделать. Вместо этого выпил пиво и пошел себе. Hola. Buenas tardes. ¿Você fala inglés o español? Nada. ¿No? Nada. Ok. Estoy viajando y estoy sem agua. Você tem água potável? Você pode compartilhar pouco de água potável? Bitter. Água, water. Tiene pouco água? ¿Quieres? ¿Cómo? ¿Quieres agua? Sí, quiero agua. Un bocado. Olha, aqui não é piar. Não é piar carro. Vai. Vai. Чувак мне дал бутылку воды. Целую бутылку. Я хотел просто, чтобы он в чашку мне налил. Но дал бутылку, не взял бабки. И все. Дай бог здоровья, что можно сказать. Прекрасные люди здесь, в Португалии. Я люблю эту страну. Остается найти место ночевки. И уже завтра с новыми силами будем двигаться дальше. Сегодня очень холодное, промозглое, туманное утро. Температура ночью упала до 15. И я супер замерз. Это, наверное, самая холодная ночь была. Спал я вот здесь. Прямо возле железной дороги. Но, к слову сказать, поезд проезжал только единожды за всю ночь. Большая проблема — это холод, это то, что было очень ветрено, весь гамак продувало. Я уже понял, что как не одевайся, но если не подкладывать матрас, то замерзнешь в любом случае. И вторая проблема — это вот это поселение, откуда всю ночь гавкали собаки, кукарекали петухи под утро. В общем, сумасшедший дом. Друзья, мы в абсолютно полной жопе. Туда, куда нам надо, показывает 5 часов пешком. Но есть заправка поближе. Это не совсем по нашему направлению, но до нее идти 2 часа 15 минут. И я вот думаю, что делать.
Стоя на этой трассе, я уже потерял всякую надежду словить машину. Это невозможно. Придется идти. Salud. Hola, señora. ¿Você fala inglés o español? No. Soy viajero, y necesito cargar mis cosas. ¿Puedo dejar? Veo. Gracias. Obrigado. Эти похождения вдоль трассы немножко подкосили мой энтузиазм, поэтому я решил забронировать себе BlaBlaCar. И сегодня, через 3 часа, мы выезжаем прямо в Лиссабон. Отсюда 200 километров, билет стоит 10 евро. У нас пока есть немножко свободного времени, чтобы отдохнуть, подзарядить все девайсы. И надеюсь, сегодня вечером, около 9, мы уже с vami будем в Лиссабоне. Não, senhor. O frigorífico estava deste lado. Daqui. Olha. Não, Мы в баре в Португалии под названием кафе Арода. Меня снимает молодой человек. ¿Cómo te llama? Мигель. Nice to meet you. План такой, мы остановились выпить по пиву и ждем, пока мой водитель рассчитается. I can't understand anything. Yeah. Nobody, it's Russian. Nobody here understands this language. Well, when you're done. My cameraman, thank you very much. Nice to meet you. I know how to make filters for joints. If you have like firm paper. It's not Like good for carton. Yeah, Carton. I know too, but it's not good for your health. So it's neat. Okay. Let's try to remember how to do it. Друзья, мы в Лиссабоне. Я немножко первое время... Я первое время, честно, немного впал в ступор, потому что, отвык от большого города, давно не был. Здесь все шумно, громко, людно. Но план у нас таков. Я списался предварительно с одним хостом с каучсерфинга, и он мне написал, что как будешь в Лиссабоне, дай мне знать. Я ему уже написал, и надеюсь, что он мне ответит, и мы с ним сегодня встретимся. И было бы, в идеальном раскладе, чтобы он нам дал место для ночевки. По сути, другого плана у нас нет, надеемся на это.